лицо — это бросок от сердца. На нашей площадке всегда есть чем согреться. От города прямо до Ростова летят слова, попадая нихуя. Всем привет из магазина Loud Sound. У нас сегодня, как обычно, необычный обзор. Обзор автомобиля Chevrolet Tahoe 98 года выпуска, который в данный момент находится в США. Обзор сделал сам хозяин, а мы его сегодня посмотрим, переведем и обсудим с Артемом, что в нем и как сделано. У владельца этого автомобиля, Джонатана Прайса, который является нашим хорошим другом, есть также канал на YouTube, и мы решили с ним сделать такой совместный проект. Объединение двух каналов. Обзор будет состоять из двух частей. В первой части, которую вы сейчас смотрите на нашем канале, вы увидите обзор его Chevrolet Tahoe. Вторая часть обзора будет про Hammer H2, тот самый Hammer, который все давно хотят увидеть обзор. Мы его не снимаем, и вот это именно то, почему я вам говорил, что возможно на нашем канале обзора этого не будет. Этот обзор будет на канале Джонатана, который называется The Life of Price. Вести его буду я буду говорить по-английски для его аудитории. Я надеюсь, его подписчикам будет очень интересно узнать про машины из России, а вам будет интересно узнать, какие же тачки делают американцы. Там есть на самом деле на что посмотреть. Мне инсталляция очень понравилась, она достаточно внушительная. Мы будем сейчас с Артемом смотреть этот обзор, показывать вам и переводить, что же говорит Джонатан. Для того, чтобы посмотреть этот обзор, нам остается только прогнать Денчика. Покажи его, Денчик. Посмотрите, что он делает, как всегда. Итак, обзор у нас сейчас здесь, показывает Тёма. Вы ничего без нас бы не поняли, но мы вам будем переводить. Для начала я покажу вам канал Джонатана. У него очень много видео, они очень интересны именно в нашей тематике. Тут есть хейр-трики, валево, замеры, презентация сабвуферов, усилителей. 200 тысяч подписчиков у него, даже чуть больше. Я подписан, вам тоже рекомендую. Очень интересный канал про автозвук в США. Очень много видео про его Tahoe, про который мы сегодня будем смотреть. И также из его жизни много видео. Те, кто не понимает по-английски, могут воспользоваться Google переводчиком, но я вот сейчас рекомендую Джонатану добавлять русские субтитры. И если он это сделает, вы сможете смотреть его видео, я думаю, и он так поднимет аудиторию свою очень сильно. И у вас появится возможность посмотреть много видео интересных. Ну, без перевода здесь есть что посмотреть. Вот есть видео, например, где американцы первые в мире изобрели музыкальную систему, которой можно вытирать лицо автоматически. Вот посмотрите. Видите, что происходит? То есть ничего делать даже не надо, салфетка сама вытирает вам лицо. Очень удобно. Так, я шучу. Давайте перейдем к обзору Tahoe. Вот он как выглядит со стороны, в фирменном стиле оформлен, с нанесением логотипа его магазина. Интернет-магазин у него так же, как и у нас есть. Называется он downforsoundshop.com, и там продаются генераторы, проводка, усилители, ну абсолютно все, что необходимо для громких аудиосистем. Давайте посмотрим, что нам Джонатан расскажет про этот автомобиль. Всем привет, с вами Джонатан Прайс, канал Life of Price. А это моя Chevrolet Tahoe 98 года с небольшой аудиосистемой. Я пройду по всем компонентам, чтобы вам было понятно, что внутри. А начнем мы с электрики под капотом. Как видите, у нас здесь стоит целых 5 генераторов, и каждый из генераторов на 240 ампер. Тут сразу возникает у вас вопрос, у меня он тоже возник. 5 генераторов по 240 ампер. Как они работают, что они питают? Очень интересная аудиосистема в плане питания. Вот у нас сразу такая необычная вещь, у нас не используют. У нас есть машины с 5 генераторами в России? Я проектов, ну, на самом деле, таких известных, вот из последних, с 5 генераторами не знаю. Ставили 6 как-то в Tahoe, но они не заработали адекватно. Да, здесь они работают, и очень интересно распределено питание. Давайте посмотрим, как они работают. 4 генератора на 16 вольт питают сабовое звено. На данный момент сабовое звено работает 3 литиевых аккумулятора, но в итоге их будет 6. Вот эти 3 и еще один внизу, все на 16 вольт. А вот этот на 12, на питание остальной аудиосистемы, плюс штатной. У нас здесь 20 протяжек сертифицированного сверхгибкого кабеля 0 гейдж. И давайте посмотрим багажник. Видите, как человек ответственно подошел к питанию. Бас у нас питают 4 генератора по 240 ампер, и они дают 16 вольт. Усилки, понятное дело, наверняка нам сейчас Джонатан скажет, что у нас не 14-вольтовые стоят, а на повышенном напряжении. И один генератор питает остальную аудиосистему, плюс штатную систему.
очень крутое решение. Очень сложно реализовать подключение и установку 5 генераторов, их корректную работу и плюс еще использование автомобиля в повседневе. Это, ну, это американский опыт, да, у нас... В Америке это все легко. Это да, они делают это легко. У нас только это начинается, и у нас сейчас стоят 2 генератора, 3 генератора. Машина тормозит, либо рвутся ремни, либо генераторы некорректно работают с регуляторами. То есть мы сталкиваемся с большим количеством проблем. У нас очень много опыта в одной сфере. Ну вот генераторы здесь у нас наглядный пример, как люди делают сразу 5 штук, и это работает. И давайте посмотрим теперь, что у нас находится сзади. В скором времени здесь будет 6 16-вольтовых литиевых аккумуляторов, но сейчас их только 3. Все марки XS Power. 3 аккумулятора по 16 вольт и 1 на 12 вольт здесь. За мощность сабового звена у нас отвечают 6 усилителей Crescendo 5500. Они подключены в 17-18 вольт, так что мощности потребляют они очень прилично. Посмотрим, что сбоку. Здесь у нас 4 1500-ника по каждому борту. Каждый из 4 усилков питает 4 10-дюймовых МИДа Crescendo Ultra Neo на неодимовом магните. По всей машине разбросано 32 пищалки FT1 Super и 32 10-дюймовых МИДа для отыгрывания вокала, так что голосовые партии звучат здесь неплохо. Понимаете, да, голосовые партии? Я уверен, что 32 10-дюймовых мидбаса играют все что угодно неплохо. На самом деле панч должен быть сумасшедший. И потом, когда Джонатан включит эту аудиосистему, это будет видно. Но на неодимовом магните я, к сожалению, не слушал вот эти Crescendo. Могу только предположить, что такой площадью динамики на неодимовом магните должны обладать сумасшедшей чувствительностью, отыгрывать очень широкий диапазон частот. И вы должны понимать, что их здесь 32 штуки. Это очень внушительный фронт, я бы сказал, но на фронте здесь стоит только 8 таких, еще у нас стоит 8 в задних дверях и еще 12 в створках багажника. Боюсь представить, как это играет, но я думаю, что это больно, если это включить на всю. Плюс по низу у нас стоит 16 рупоров Pro Audio, которые обеспечивают такой эффект громкой толпы вокруг, когда все двери фигачат на полную. Честно, не знаю, что здесь имел в виду Джонатан. Я так понял, что под днищем установлены рупора, и их много. И это очень круто, и я так понял, что это с закрытыми дверями можно делать такой суперсаунд на улицу, а при открытых дверях у нас, кроме полного воспроизводимого диапазона частот, будет еще и сумасшедшая громкость с эффектом как окружение, когда звук играет во все стороны. Я думаю, что эта машина может быть центром какой-нибудь очень большой концертной площадки, и музыку будет слышно не только спереди, но и со всех сторон. И теперь давайте посмотрим на оформление. Здесь у нас порт и 6 18-дюймовых Team Sundown Audio. Не 18 6-дюймовых, а 6 18-дюймовых динамиков. БП 4 порядка. И если я правильно перевожу, то настройка порта на 50 Гц с полосой воспроизведения от 25 до 55 Гц. Если я правильно понимаю, здесь просто сумасшедшая полка от 25 до 55. Не сказал, к сожалению, Джонатан, какой спад. Я знаю, что эта аудиосистема, максимум ее, по-моему, порядка 163 дБ. Да, это на закрытых дверях. Могу сейчас ошибаться, но то, что мы знаем про этот Tahoe, это очень внушительный результат на закрытых дверях. И если Джонатан говорит, что такая полка, это очень круто. Это значит, что аудиосистема не просто максимальную громкость и максимальный результат может показывать, но на ней комфортно прослушивать музыку на всех частотах. Здесь у нас находится то, почему машина до сих пор в мастерской, нужно кое-что доработать. Например, вот пульт управления кондиционером. А головное устройство у нас iPad. Приходится пока музыку запускать с него. И в принципе по салону все. Обратите внимание на вольтметры, Джонатан обошел их вниманием, потому что для них это обыденная вещь. Вот американцы очень ответственно к этому относятся. У них сделал тачку, поставь вольтметр. У нас в лучшем случае на шнурке где-то болтается вольтметр, в худшем случае его вообще не устанавливают. Здесь у нас установлено сразу 2 вольтметра, которые нам показывает контур 18-вольтовый и 12-вольтовый. И плюс сверху 2 датчика температуры, я так понял. Не знаю, что они индицируют. Вот на одном, я так понимаю, это в Фаренгейтах 85
95 градусов, на другом 101. Поправьте меня, если я не прав, но это тоже очень круто. Человек отслеживает не только вольтаж, но и температуру. В принципе все. Давайте обойдем, посмотрим, что с другой стороны. Хотя с другой стороны у нас абсолютно все то же самое. Ну что, остается включить музыку и погонять ветер, чтобы вы увидели, как она играет. Coca-Cola, yeah, you bought me everything. Yola, baking soda. Cocaine is my girl, fine. Water. Damn, I got a fortune. Making up, no problem, I can pick it for you. I love some casa, my partners get stupid waddles. Your shots at you deposit, cover up these $30. I love some casa, my partners get stupid waddles. Your shots at you deposit, cover up these $30. He got the some casa, partner, my got the some full of roster. Smoke on jump and reaper bomber. You can see me with a knuckle. White girl with me, Fendi Lapa, mouth deep like Frank Sinatra. Asian birds don't want the blocker. Told him drop a more than Plaza. Don't say like the morning after. Try everything, your score is price. You drop from your line up. Run so sad that your first thought of junction. You can hide it boiling water. My back just can't bounce the water. Your girlfriend's a major snorter, but that bitch ain't worth a quarter. Вы всех в округе перепугали, чуваки. Бывает. Стены в домах трясутся аж. Да мы уже почти все. Только смотрите, вот этот сарай вообще в любой момент развалится. Будет вам вагон приключений. Поняли, больше не будем валить. Я заснял на камеру. Огонь. Так вот такой вот обзор у нас было. И Валево, ветер мы увидели, и фронт включил, и даже поругали за громкую музыку. Все в лучших традициях автозвука громкого и российского, и американского. У нас все то же самое происходит. Снимаем обзор, кто-то подъезжает и говорит либо кайф, молодцы мужики, либо вы что, сумасшедшие, так громко слушать, у вас вы вообще еще что-то слышите. Ну, тут мужик порекомендовал не включать громко, а то развалится сарай. И мы понимаем и того, и другого, нам это знакомо. Вот такая вот первая часть обзора первого совместного проекта российско-американского. Вторая часть будет Хаммер, будет он на канале Джонатана Прайса. Обязательно подпишитесь, поддержите наш проект. Я сейчас обращаюсь к нашим подписчикам. То же самое я попрошу у американских подписчиков. Давайте будем дружить, давайте будем смотреть видео друг друга. У нас очень много интересного, что показать американцам. И у них очень много интересного, что стоит посмотреть нам. Поэтому, ребята, если вы неравнодушны к автозвуку мирового масштаба уже, да, мы говорим обычно о российском автозвуке, это уже мировой масштаб, пожалуйста, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал Джонатана и ожидайте видео про Хаммер на этом канале. Видео это будет уникальное. Раньше у нас таких видео не было. Мы оденем Тёме ушанку, балалайку. Я шучу, а может быть и не шучу.
Мы подумаем, как разнообразить видео. Покажите, что вы смотрите Loud Sound, любите то, чем мы занимаемся, поддерживаете нас. Обязательно под его видео последним покомментируйте, что вы пришли с канала Loud Sound. Респект поставьте мужику, ему есть за что респект поставить. Очень вовлеченный человек. Он, во-первых, увлекается как бизнесом, так и музыкой, так и бодибилдингом. И там у него достижения лучше, чем у нас. Тёма, кстати, пошел в спортзал. Вот, я перестал ходить в спортзал, но если вы посмотрите на Джонатана, он нам всем даст лет 5 форы в зале, молодец, очень, вот достойный уважения мужик во всех отношениях, и в бизнесе, и в личной жизни, и в автозвуке. Это был Loud Sound, всем пока, живите громко. Now there's nobody left to hear your complaining. I'm gone, and all you're hearing is your own. Started off great, but who was to know that love is lost? Should not be let go. You say it's my fault, gave it all go. It's better to know now it's nobody to us. Его буду вести я. Что это за хуйня была? Закройте дверь.